В маленьком городке, окруженном густыми лесами, жил 30-летний мужчина по имени Дэн. Дэн всегда считал себя человеком, который сможет сделать мир лучше, и его сердце было полно сострадания. Однажды, возвращаясь с работы через лес, он обнаружил нечто, что изменило его жизнь навсегда. В тот вечер, вернувшись с работы поздно, Дэн заметил, как солнце садится за горизонт, и тени начинают падать на знакомую дорогу. Внезапно его внимание привлек странный звук, доносящийся из кустов. Это были жалобные писки, словно кто-то звали на помощь. С каждым шагом звук становился все отчетливее, и, не раздумывая, Дэн направился к источнику этих звуков. Каково же было его удивление, когда он увидел маленького медвежонка, дрожащего и испуганного, который, казалось, только что появился на свет. Бедняжка сидел, стараясь спрятать свои лапки, и издавал еще более жалобные звуки. Дэн стал настороженным и понимал, что вокруг может находиться агрессивная мама-медведица. Он подождал несколько минут, но ничего не произошло. Дэн осознал, что бедный медвежонок остался без матери, возможно, из-за охотника, нападения или какой-то болезни. Его доброе сердце не позволяло ему оставить крошечного зверька одного на произвол судьбы. Он аккуратно поднял медвежонка на руки, обнял и понес его к себе домой. По пути к дому Дэн чувствовал, как медвежонок начинает успокаиваться в его теплых объятиях. Как только они вошли в дом, он быстро налил в миску теплого молока и добавил немного сахара, чтобы сделать его более вкусным. Мужчина поставил миску на пол, и медвежонок, изрядно уставший и голодный, незамедлительно подполз к миске и начал жадно лакать молоко. У Дэна щемило сердце, этот беспомощный малыш больше не был одинок. Мужчина дал медвежонку имя Бенни. С каждым днем их связь становилась крепче. Бенни быстро привыкал к своему новому дому и заботливому хозяину. У Дэна была верная собака по имени Луна, дружелюбная дворняжка с теплыми и добрыми глазами. Поначалу Луна проявляла недовольство новым жильцом, она настороженно рычала на Бенни, когда тот пытался исследовать дом. Но вскоре, увидев, как беззащитен маленький медвежонок, она решилась и начала проявлять заботу. Прошло всего несколько недель, и вскоре Бенни и Луна стали лучшими друзьями. Они весело бегали по двору, играли друг с другом и создавали свои забавные приключения. Луна часто убегала, подталкивая Бенни, который, в свою очередь, весело ковылял за ней, пытаясь догнать. Бенни рос с каждым днем, и вскоре его аппетит превратился в настоящую проблему. Дэн понял, что ему потребуется больше корма. От молока он перешел к мясным консервам. Бенни с жадностью поедал каждую порцию. Он становился все больше и сильнее, и вскоре его размеры стали напоминать большую собаку. Дэн понимал, что его маленькому другу становится все труднее находиться в тесном доме. Играя с Луной, Бенни опрокидывал мебель и разбрасывал игрушки, которые Дэн покупал для его досуга. Мужчина стал чувствовать беспокойство. Нужно было принимать трудное решение. Он старался понять, как долго еще Бенни сможет оставаться с ним. Но больше всего его мучили мысли о том, что, может быть, пришло время ему вернуться в лес, где его жизнь должна была начаться. Это было непростое решение, полное противоречивых эмоций. Дэн чувствовал сильную привязанность к Бенни, как будто они были одной семьей. Время шло, и однажды, собрав все нужные вещи, он погрузил подросшего Бенни в свою машину и отправился в сторону леса, где нашел его. Дорога к лесу была полной воспоминаний, и, несмотря на радость от возвращения домой, Дэн чувствовал грусть. Бенни поскуливал и волновался, ползая по сиденью машины. Возможно, он чувствовал, что его отвозят куда-то вдаль. Наконец, они достигли густых кустов у леса. Когда Дэн вытащил Бенни из машины и поставил его на траву, у него на глазах появились слезы. Обняв своего медвежонка, Дэн почувствовал, как его сердце разрывается. Бенни будто понимал, что происходит. Он жалостливо поскуливал,
не желая отпускать своего друга. Дэн, собрав все свои силы, закричал, и только тогда Бенни развернулся и стремглав побежал в лес. Со слезами на глазах Дэн смотрел, как его друг исчезает в густой растительности, желая ему удачи. Прошло 3 долгих года с тех пор. Эти годы были полны ностальгии и воспоминаний о Бенни. Каждый день Дэн вспоминал о своем медвежонке. Он гадал, как сложилась его жизнь в дикой природе, и смог ли Бенни адаптироваться и выжить. Как-то солнечным днем, возвращаясь с работы, он вновь услышал знакомые звуки из заднего двора. Луна, оставшаяся с ним за все это время, громко залаяла и выбежала на улицу. Дэн, полон любопытства, подошел к ней, надеясь выяснить, что происходит, ведь гостей он не ждал. И тут он увидел, как на задних лапах стоял огромный бурый медведь. Дэн замер. Его сердце замерло от ужаса. Медведи не забредали так далеко в город. Он знал, что чувствует страх. И, стараясь притихнуть, не желая спровоцировать хищника, он просто смотрел. Медведь, не обращая внимания на его смятение, направился к нему. Дэн едва не закричал, но в тот момент он вдруг узнал своего друга. Перед ним стоял тот самый Бенни, только теперь он был большим и впечатляющим хищником. Бенни тоже узнал Дэна. Он издал радостное рычание и подошел ближе, обняв своего старого друга. Бенни вел себя осторожно, но Дэн не знал, чего ожидать от такого большого медведя. Но, к его удивлению, Бенни не собирался причинять ему вред. Зверь обнял его своими могучими лапами, повторяя те же нежные жесты, какие он делал в детстве. Дэн, от переполняющего его счастья, снова увидел своего маленького Мишку, который когда-то обитал на его коленях. Бенни нежно ткнулся мордой в грудь Дэна и начал лизать его лицо своим шершавым языком. Здорово! Собака Луна расстроилась, заметив медведя, и стала лаять еще громче, но Дэн попытался ее успокоить. Он осознал, что Бенни не пришел, чтобы напугать. Он пришел лишь поприветствовать своего старого друга, который когда-то подарил ему жизнь. Трогательная сцена осталась не только в сердце Дэна, но и в сердце Бенни. Дэн быстро направился к холодильнику, собрав все, что мог – мясо, овощи и другие лакомства. Бенни с радостью принялся за еду, умоляя Дэна о дополнительных кусках, жадно наслаждаясь каждой порцией. История их дружбы стала перезаписываться в этот момент, когда Бенни, уже уверенный в себе и своем месте в мире, наслаждался тем, что рядом с ним все еще был его лучший друг. Спустя полчаса, насытившись, он благодарно взглянул на Дэна, а тот, в свою очередь, засмотрелся на Бенни, видя в нем вновь того маленького медвежонка, который когда-то пал в его объятия. Бенни еще раз дернул мордой, прощаясь с Дэном, и направился в сторону леса, разворачиваясь перед уезжей частью. Дэн и Луна некоторое время наблюдали, как медведь исчезает в лесу, где был рожден. На этот раз Дэн чувствовал радость, зная, что Бенни наконец смог вернуться к себе. Но в то же время его сердце наполнилось грустью от расставания с другом. Несмотря на то, что Дэн больше никогда не видел своего огромного лесного друга, день их воссоединения навсегда остался в его памяти. Эта уникальная история о доброте, дружбе и свободе ежедневно вдохновляла его, и каждый раз, когда он проходил мимо леса, неожиданный блеск в глазах напоминал ему о Бенни и о том, что все его старания не прошли даром. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.